Это видео может содержать много мата, критических суждений и прочей фигни, которая способна травмировать излишне чувствительного зрителя. Если вы из таких, закройте вкладочку браузера или не выносите мне потом мозги. Поехали! Ну, мы с вами зажгли, мои маленькие беспредельщики. Я очень удивлен, что вам понравился предыдущий ролик. Конечно же, нашлись и отбитые в комментариях, которые лезут не в свой кошелек и говорят: ты ничего сам не добился. Таким людям я скажу одно: то, что я не скатился до вашего уровня, уже достижение. Данный ролик будет у нас посвящен обучению. Я не буду уходить прям в супер детали об обучении, но расскажу о том, как проходит обучение в этап GCSE. Это с 4 по 5 год. Стоит отметить, что первое видео обязательно к просмотру, иначе вы ничего не поймете. Также хочу отметить, что, как и к предыдущему видео, весь трек был написан под видео. Специально. Let's go! High School в Англии начинается с 3-го года, тогда вы маленькие баклажанчики, у вас нет права ни выбирать предметы, ничего делать, вы все делаете толпой, и все. В этом году больше ничего интересного не происходит. За этот год вы пробуете максимальное количество разных предметов, которые меняются каждую четверть, и тогда вы сможете определиться, какой предмет хотите выбрать на следующий год. В принципе, ничего больше за 3-й год не происходит, и мы перейдем к самому главному, к 4-му году. Самое интересное начинается с 4-го года, когда начинается этап GCSE, и именно тогда вы можете выбрать себе 3 предмета на выбор. Система GCSE работает по всей Англии, и выбор предметов зависит от школы, в которой вы находитесь. Как я говорил в предыдущем ролике, я выбрал актерское, промышленный дизайн, а также что-то наподобие кулинарии. Но о каждом предмете я расскажу поподробнее, а также коротко расскажу об основных предметах. Также хочу отметить, что в Милфилде классы состоят из не более чем 10 человек, что классно, так как вы можете познакомиться со всеми и подружиться. Обучение наукам в Англии бывает довольно-таки интересными, так как у вас очень много практических заданий. Например, порезать лягушку. Ха, не шучу, классика. Также включает видосики BBC документальные, весь урок сидите, залипаете, просто их смотрите. И все это вырубают на проекторе и светят на белую доску. Уроки химии имеют тоже много практической составляющей, например, один раз мы даже взрывали шашку. Почему бы и нет? Ну а уроки физики запомнятся мне надолго за счет безбашенных и беспредельных учителей. Это просто был беспредел. Система GCSE работает на всю страну, и ваши экзамены потом проверяются людьми вне школы. Экзамены проходят на территории школы, куда приезжает человек проверяющий, и ставится много-много столов раздельных, где вы потом сидите тихо и заполняете бумаги в течение там 45 минут или сколько там длится ваш экзамен. Все бумаги распечатаны на бумажках, и вы в это время сидите и просто заполняете ответы. Конечно же, царит полнейшая тишина в это время, все молчат. И в этот момент включается твой желудок и говорит типа: смотри на меня! Бррр. Промышленный дизайн — это мой самый любимый предмет, который я изучал с удовольствием. Данный предмет учит создавать вещи, мебель, предметы пользования и так далее. Для данного предмета в школе имелось отдельное двухэтажное здание с 2 огромными мастерскими, где есть все. 3D принтеры, лазерные резаки, станки, компрессоры, инструменты. Короче, можете фантазировать как хотите. За год вы делаете 2 проекта. Сначала вы их придумываете, рисуете, обдумываете, проектируете. Потом, конечно же, их создаете. Первый мой проект была круглая вот такая вот колонка. С 2 сторон были динамики. Я пытался ее повторить в виде Шарингана, потому что я тогда был жесткий анимешник, но все же. И потом мой второй проект в 4-м году был Электроскейт, на котором я, естественно, сделал саму доску, сам же сделал. И потом сделал гравировку на нем, тоже анимешный рисунок какой-то, и наклеил винил черно-розовый, типа эмо-стиль. Я тогда эмо был. В 5-м году я сделал полку с колонками в форме символов японских. И также, естественно, с гравировкой аниме-тяночки. Там, где колонки на акрилике. И финальный мой проект, который я сделал, был масштабный. Огромная навесная на стену колонка со встроенными динамиками, док-станции для зарядки смартфонов и планшетов Sony. И она была сделана в форме буквы S английской. И это очень круто получилось. Естественно, это все надо было делать с нуля. Фанеры деревянные склеивать, огибать их об какую-то форму, чтобы создать округленную форму потом для колонки. Клеить винил деревянный, полировать
читать это все и так далее. Очень-очень крутой процесс. Это был мой самый любимый предмет. Второй мой предмет назывался драмой. Это там, где учили актерскому мастерству, а также анализировать актерскую игру, режиссуру и то, как работает драма в общем. Мой класс был везучим, так как в нем было то 2, то 4 человека, так что всегда я всеми корешился, и когда мы придумывали какую-то сценку или новую пьесу, мы всегда сходились в наших мнениях и могли придумать что-то крутое. Зачастую это были абсурдные комедии, где мы кривляемся, как ДСПшники. Ну, видите, ничего не изменилось. Я даже в описании оставлю вам пару видосиков. Конечно же, была не только практическая часть, но и писать эссе надо было уметь. Как это все работало? Группа ехала смотреть спектакль, после этого они возвращались и писали эссе на эту тематику, анализируя, как играли актеры, как они были связаны с сюжетом, как они реагировали на других актеров и так далее. Самое сложное, что ты не знаешь, какой вопрос тебе зададут на экзамене. Например, тебе могут задать вопрос: расскажите, как актер передавал свои эмоции и как они отличались от других актеров. Или же может быть совсем другой вопрос по типу: расскажите, как сюжет взаимодействует с актерами и персонажами. Вот что-то по типу этому, и тут тебе надо уже будет подготавливать и одно, и другое эссе, и практиковать его много раз. Все это пишется на отдельном листочке бумаги на экзамене, 1500 слов, примерно 2, точно не помню, и потом ты просто ждешь, пока, не придут оценки. Ну а так, предмет мне очень понравился, очень атмосферный. Ну и последний предмет моего выбора был что-то типа кулинарии. Там мы рассказывали о том, как дрожжи реагируют на сахар, что делает какой витамин, или там молоко смешивать с этим, где, в какой полке хранить такой продукт, на какой полке холодильника такой продукт, чтобы это все не портилось. Каждому предоставлялась своя маленькая кухонка, где вы готовили, и вы должны потом были искать рецепт какой-то и приготовить это все и получить оценку за это. На самом деле я очень был разочарован предметом, так как у меня было и херово и со стороны практики, а теория там вообще была какая-то беда. Вообще под конец 5-го года надо было сдать эссе на 30 листов. Я такой: чё? О чем там писать? Это просто жратва, йоу! Короче, я был довольно-таки разочарован выбором, но все-таки была какая-то такая безысходность уже. Ну вот такой вот выпуск у нас получился. В следующей части я расскажу детально про A-Level, это который следующие 2 года обучения в школе, где я учил фотографию, медиа стадис и также музыкальные технологии. Там я все тоже расскажу детальненько. В этот раз давайте с вами попробуем набрать 1000 лайков. 1000 лайков. Давайте. Сможем? Не сможем? Это мы уже узнаем потом. А так, спасибо вам за просмотр. Если данное видео сосет, то вы знаете, что делать. Но если вам понравилось, то ставьте лайк. С вами был Клим. Всем пока.